Здорово-здорово, братишки и сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает, вы на канале Nixon Play. Победителями в прошлом розыгрыше стали Андрей и Канабис. Поздравляю, призы я отправил вам на кладовщика кухни гурмана. А кому не повезло, не стоит расстраиваться, для вас у меня следующий розыгрыш. Эти вещи дали Деда Мраз, Сталкер и снова здорово. Маловато, согласитесь? Поэтому ко всему уже имеющемуся я добавляю от себя по ящику со шлемом К6 забрала. Вот теперь я считаю приз достойный. Для участия в розыгрыше нужно обязательно подписаться на канал, чур не жульничать, подписку я проверяю, и написать комментарий не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги розыгрыша будут известны через неделю, 24 июня. Удачи в розыгрыше. Ребят, инфа специально для сервера EO1. Все, кто хочет, но не может найти себе команду на прохождение данжа, будь то нулевой экземпляр или любой другой, Кубик Льда открывает для вас двери и приглашает в свое доброе комьюнити. В этом дискорд-сообществе вы найдете компанию на любой вкус. Не можешь? Научат. С этими людьми ты легко пройдешь данж любой сложности. Более 5000 участников уже ждут тебя. Не теряй время и присоединяйся. Актуально только для игроков сервера EO1. Ссылка на сообщество в описании под этим видео. В 8 серии мой персонаж остановился в лагере Шлеймовича. Если ты не видел прошлую серию, советую посмотреть, чтобы не упустить суть происходящего. Ну а я, с твоего позволения, начинаю уже 9 серию по прокачке своего персонажа с нуля. Приятного просмотра. Начав трансляцию, я выдвинулся к дверям лаборатории в квадрат А1-3, чтобы настрелять 7 пауков по квесту «Пауки у ворот». Дело было нехитрое, и быстро справившись с заданием, я вернулся обратно в лагерь Шлеймовича и отчитался Шперлингу о своем успехе. Я хотел было взять у него новое задание, но вовремя одумался. Давай, трясись тут сам, со своими ублюдскими квестами. Отменив задание, я выдвинулся на гурман искать более серьезное дело под стать себе. Прибежав на гурман, я первым делом выставил на продажу скопившиеся с квестов вещи, которые мне в ближайшее время просто не понадобятся. И долго на гурмане также я задерживаться не стал. Собрал со склада лапы верлиок, колени боровых и отправился к отставному полковнику на Тунгуску, чтобы сдать ежедневные задания. Попутно я зашел на дамбу к Николаю Мирному и попросил его поторопиться в доставке оборудования для доктора Домова. После разговора с Мирным мне надо было вернуться к дому и забрать награду. Так как обратный проход с эгидой на аэродром у меня был закрыт и делать огромный крюк через Везувий и окрестности Любича мне не хотелось, я продолжил свое шествие до отставного полковника, оставив получение награды на потом. Придя в поселок Радиус, я докупил недостающие части мутантов с доски, быстренько закрыл 4 ежедневных квеста у отставного полковника, получил долгожданный уровень, пополнил запасы амуниции, провианта и выдвинулся в путь на Везувий в лагерь экспедиции гида. В лагере первым делом я разгрузил свой рюкзак, набитый медициной и другими необходимыми для более-менее комфортной жизни вещами, ведь торговля в лагере гида для меня еще была закрыта. Сдал Черешникову яйца верлиок, который я собирал в прошлой серии, и взял следующее задание. По нему мне нужно было добыть образцы взрослых верлиок, и естественно я не забыл забрать награду у доктора Домова за мои переговоры с Мирным. Затем я все-таки решил добить квест на образцы мутантов, взятый ранее у Живодерова. Квест сам по себе трудным не является, главное не забыть противогаз, потому что за некоторыми мутантами все-таки придется лезть ближе к центру вулкана. Квест не быстрый, потому что все нужные мутанты разбросаны по всему Везувию, а эту локацию, как известно, после обновления значительно расширили, поэтому львиная часть времени уходит на беготню. По счастливому стечению обстоятельств меня нашел мой подписчик, и зная, что я ищу Паттисон, показал его местонахождение на данный момент, так как у него висел такой же квест. Большое тебе спасибо, добрый человек. К слову о Паттисоне. Он не стоит на одном месте, а путешествует от кратера к кратеру, и застать его на одном месте та еще задачка. Счастливый, что нашел этого скитальца, я продолжил сбор образцов. Охота за образцами привела меня к радиовышке, куда я с радостью наведался. Проверил почту и забрал 500 тысяч с продажи старых инструментов, скинул на склад лишние вещи и начал подготавливаться к дальнейшему походу на болото. Поговорил с капелланом и взял у него задание разведка местности, глава долг против веры. Дальше я отправился на болото, чтобы сделать задание от Черешникова, взятое в лагере эгида. Топать крест по взрослых верлиок мне пришлось сквозь болото и толпы подобных тварей. Мой ППШ меня не подводил, с верлиоками он справлялся на ура. Где-то в середине болот я все-таки обнаружил пару взрослых верлиок, убил необходимое количество и добыл нужные образцы и лапы. Ну а раз уж я оказался рядом с деревней Рябинушка, решил туда заглянуть. Поговорил с Ильей и взял задание, так завещала Ева. По заданию я прибежал в деревню Подгорная. Тут я просто поговорил со всеми персонажами, которые были указаны в задании, и пошел обратно к Илье. Поделился с Ильей своим просвещением, и задание долг против веры обновилось. Теперь мне нужно было пробежаться по отмеченным на карте местам и полюбоваться пейзажами тех мест. Выбрав более-менее оптимальный маршрут, им оказался низ карты, я побежал до эгиды, попутно посещая указанные Ильей места. Бегая по заданию, я заметил интересное явление. На квестовом месте заспавнилась аномалия. Пришлось пару раз обжечься, конечно, но квест я все-таки выполнил. Помню, по квесту у Юры Барабашки возле холодильника тоже аномалия спавнится, не обойти, не проехать. Приходится также пинков получать от нее. Эх, зона.
Вернувшись в лагерь экспедиции и гида, я в первую очередь вытряхнул весь скопившийся хабар на склад. Затем подошел к Черешникову и сдал добытые для него образцы. Забрал награду за задание и сразу же взял следующее. В этот раз рандомно крутил мне заражение гнезд. Честно сказать, я обрадовался, так как за него Черешников дает плюс 100 репутации у лагеря гида. То, что нужно, подумал я и пошел рассказывать Симону про Патисона. Кроме опыта от него, мне, к сожалению, ничего не перепало. Для того, чтобы собрать последний образец с обгоревшего брутера, мне потребовался противогаз. С собой у меня его, к сожалению, не было, поэтому я отправил его себе на эгиду посылкой. И купил с доски 2 стабилизатора бета, которые нужны по квесту Ватмана. Теперь нужно было как-то скоротать 15 минут в ожидании посылки. А чтобы не терять время зря, советую выйти в главное меню и ввести промокод Никсон, который даст тебе бесплатный премиум статус на аккаунт. Он поможет тебе ускорить развитие твоего персонажа в 2 раза. Также увеличит шанс добычи ценного лута с мутантов. И кстати, этот промокод работает абсолютно везде. Steam, ВК или лаунчер, неважно. Ты только поспеши с вводом, так как время действия промокода ограничено. Наконец-то, собрав последний образец для Живодерова, я отправляюсь обратно в лагерь гида, чтобы сдать ему это задание. С радостью сдаю квест и получаю просто ошеломительную награду. Затем сдал Ватману еще 6 подушек бета и остается по квесту добыть всего лишь 5 экранов бета. Но так и не купив экраны, я был вынужден уйти на горно-обогатительный комбинат. Тут меня уже ждал Симург по квесту разведка местности. Поговорив с ним, задание обновилось. Теперь я вынужден собирать трофеи с твари еще и для Симурга. На ум приходит только одно. Это увлекательный был аттракцион. Пока находился на Гоке, я не упустил момента посетить интересное место на самом карьере по квесту «Так завещала Ева». Далее по этому же квесту я заглянул в ореол обитания студни к разбитому вертолету и огляделся там. Осмотрев последнее место, задание «Так завещала Ева» обновилось. И так как я сделал полный круг по Везувию и деревня Рябинушка была не так уж и далеко от меня, я отправился именно туда. Для того, чтобы поговорить с Ильей и наконец-то уже завершить это задание. При разговоре с Ильей задание действительно завершилось. И я получил свою награду, и больше заданий от него брать я не стал, так как в дальнейшем буду открывать торговлю у чистилища. После разговора с Ильей я вспомнил про задание от ученых и пошел на болото заражать кладки яиц верлиок. В этот раз пройти к кладкам с первой попытки мне не удалось. Все из-за бесячих взрывных крох. Маленькие, быстрые, хрен попадешь по ним. Со второй попытки я все же добрался до нужных мне кладок. Плюс повезло, что там уже были какие-то сталкеры. Фармили они там или по квесту были, это совершенно не важно. Главное, что они отстреливали верлиок, тем самым облегчили мне путь до второй кладки яиц. Кроме заражения кладок, мне удалось притащить с собой еще и желтую верлиоку. Расправился с гигантским мутантом, собрал с нее трофей и пошел в сторону выхода с Везувия. В деревню Гурмана я разгрузил свой рюкзак и посмотрел посылки, так как перед уходом на Везувий я выставлял предметы на продажу. Все было успешно продано. Забрав кэш, я отправил посылку с лапами верлиок в поселок Радиус, чтобы в дальнейшем сдать их по ежедневному квесту отставного полковника. После всех манипуляций в деревне Гурмана я пошел на пост к Комарьку, сдал найденный антиграф Альфа Сизифу и заработал нужную мне в будущем репутацию черного рынка. Пришел на Гурман и сделал розыгрыш на подаренные неравнодушными людьми предметы. Спасибо вам, добрые люди. После розыгрыша в очередной раз в магазине я купил 5 ящиков с рюкзаками, в надежде выбить стоящий рюкзак, так как мой персонаж в нем сильно нуждался. И как вы думаете, что? Правильно, ничего. На этой, к сожалению, неприятной для себя ноте я закончил текущую игровую сессию и отправился на боковую. Спасибо тебе за просмотр. Подпишись, пожалуйста, на канал и напиши комментарий. Обязательно. Каждый комментарий я читаю, и это мотивирует создавать все больше и больше нового, уникального контента для тебя, любимый зритель. Увидимся в зоне, сталкер. Иди, не мозоль глаза.